Ребят, здорово всем! Сегодня у нас на обзоре будет вот такой магнитофончик электроника 323.1. Ну, видочек, конечно, у него не совсем, там даже землецой лежал у людей в гараже, ненужный. Спросил, отдали. То есть вот все его данные, кому интересно. Дата выпуска не пойму, год 88-й. Цена 170 рублей. Ну, в принципе, я думаю, тут ничего такого нет. Отсек под батарейки. Ну и, в принципе, визуально ничего. Сейчас я его раскручу и уже посмотрим сами платки. Так, друзья, крышку снял. В общем, вот так вот он выглядит изнутри. Это задняя стенка. Трансформатор. Это кнопочка переключения с батареи на сеть. Ну и где батарейки стоял предохранитель. То есть вот сама дека и плата у нас вверх ногами. Вижу динамик и гнездышки. В принципе, такого ничего. Скручиваю дальше, смотрим. Так, друзья, вскрыл пару винтов всего лишь, и то есть вот платка откинулась. Сразу давайте пробежимся. Динамик, мотор. Мотор обязательно потом вскрою. Ну, деку можно не разбирать. В принципе, если кому интересно, вот эти вот блины 2, это цинк. То есть можно собрать. Также вот резисторы СПшки, что у нас? Третий, да? Да, это СП3. Также что-то... это этот... Как тембр или как он называется. Ну, в общем, датчик. Там, в принципе, для меня ничего интересного нету. Ну, кто знает, что там есть, пожалуйста, снимайте, собирайте. То есть платка выглядит, сейчас уже вижу сразу две зеленочки. Ну, отсюда группу я не вижу. Когда плату сниму, тогда разгляжу. Попробую приблизить. Ловит, нет. Ладно. Я не могу разглядеть 5В или что это. Но не суть. В принципе, 315-х много желтеньких. Также полубачата, вот видите, с точками. Стеклянный диодик. Тоже с позолоткой внутри. Катушка медяха. Вот транзистор тоже. Но будем кусать обязательно. Также тоже 315 насыпано. Еще катушка с медью. Тут на радиаторе пару транзисторов. Также вот 3 полубачонка с желтыми точками. Еще один диодик. Вот такого рода диоды. Тоже с позолотой внутри. Ну, в принципе, больше здесь ничего не вижу такого ценного. В общем, ребят, все, теперь я его весь раскидываю. И посмотрим по деталькам, что у нас выйдет. А нет, вот еще пропустил. Здесь микропереключатель. Кнопочка такая маленькая. Она с серебром внутри. То есть ее можно целиком снимать. Они приемные, насколько я помню. Все, теперь раскручиваю. Ну и по деталькам подведем итог. Так, друзья, все в принципе разобрано. Как видите, платка уже обкусана. Вот лежит сам корпус. Там дека. Ну и всякие железки мелкие. То есть также проводочки, моторчик, трансформатор все положил в чашку. Это все размотается, все разберется. Также мелкие катушки, которые были в феррите. Все пойдет на переработку. Также внутри, ну то есть снял из не особо ценного, как говорится, вот такие СП3. Но они уже какие-то такие современные. То есть, ну, немножко посеребренки внутри и латунные штоки. Ну, для тех, кто серебро не собирает. Была такая вот кнопочка еще PD1. Не фокусится, блин, зараза. То есть эту кнопочку я вскрыл. Она выглядит вот так. То есть контакты и ножки у нас полностью посеребренные. Замерз, что ли? Все замерзло. Как видите, вот чернота, это значит посеребренка. Также вот вторая часть от нее кнопочка. Это она в смазке. Это тоже посеребренка. То скажете, золото. Не золото. Два транзистора. Таких вот 805-х. Они с посеребреночкой. Также блок предохранителя. Не хочет открываться. Там предохранитель, в общем. То есть у него тоже хода посеребренные. Также был вот такой. Забыл маркировку. Сейчас скажу. Это PD5-2. Длинный такой тоже переключатель. То есть вот его вся, ну то есть все его ножки, они посеребренные также. Также видел
сначала какая-то резиновая хрень. То есть вот на корпусе, вот резиночка была. А не обратил внимания, это у нас был микрофончик. Транзистор, как видите на нем, но транзистор уже импортный. Это, я так понимаю, аналог. Ножки желтенькие, юбочка тоже. Вот такой алюминиевый колпачок был у него, стильный. Ну и в принципе все. Перейдем к нашим деталькам. На деке, сразу не обратил внимания, был вот такой диодик 815. И вот такая маленькая платка. Микросхемка КР с позолоткой. И вот один транзистор я куснул, как видите. Это 816 КТшка. То есть он тоже с позолоткой. Потом сниму с него. Ну и вот все, что удалось снять со всей платы. Также в моторчике была такая маленькая КМ-ка. Фотку я сейчас выложу на экран, где она находилась. Две КТшки куснул. То есть, как видите, белые, посеребренка. Ну и также мелочь. Вот диодики. Я думаю, надо завесить КМ-очки. Если запустится, интересно. Так, весы запустились. Нолик, нолик. Одна упала, 0,54. Жирная КМ-очка, скажу я вам. Так, вторая. Уже грамм, отлично. И с моторчика. То есть грамм 29. Я думаю, результат вообще отличный для такого магнитофончика, ребят. Ну все, я думаю, на этом обзор закончен. В принципе, обзор был по деталькам. Ну а железяки, все остальное, это я уже разберу потом. Все, всем спасибо, всем пока, до новых разборов.